Салют! В этом видео немножко поговорим о маге Ордена Розы. Это один из самых первых героев. Им поиграли все, я думаю, в самом начале. Те, кто играет давно, помнят времена, когда этот герой нагибал всех направо и налево. Да, был такой имбой своего времени, так как у него масса ульта била по всем. У него есть овца в навыках, да, то есть все было круто. Но потом он начал ходить на второй план ввиду своих характеристик. В первую очередь, это с очень низкой физзащитой. Вот если посмотреть, у него, например, атака, маг-атака 63. Это высокая маг-атака, даже там у инвокера, лорда, да, который, точнее, у него тоже такая же маг-атака. Но маг-защита не очень высокая, физзащита еще меньше на порядок, да. И, соответственно, не хватало показателей, да, то есть физики, начали его разрывать в свое время, да, то есть он начал отходить. Не помогала ни овца, а до ульты чаще всего не доживал. Или после, ультовал, но оставалось мало войск, да, которые уже не могли продолжать бой, не вытягивало. Вот, и он как бы отошел. Из еще одних, так сказать, его минусов, это вот то, что у него его талант, да, дает всего плюс 5 к маг-атаке и защите. Да, то есть, если бы он давал там хотя бы 30%, лучше 50% маг-атаку и маг-защиту повышал бы, я думаю, по крайней мере, вы его бы использовали где-то там в защите, в атаке на столицу, в подземелье, в каких-то массовых, да, сражениях за счет таланта. А так, что у него, что у арха, вот эти таланты, да, по 5, плюс 5 у мага здесь. К магическим, да, показателям у архангела, к физическим. То есть таланты абсолютно ничего не решающие. Да? То есть если в самом начале, когда не было сокровищ, да и там звери только появлялись, да, то такой талант еще что-то давал, да. А сейчас на фоне сокровищ, которые дают там плюс там, 1000 там, к показателям, это все не актуально. Да, когда у нас там заходишь, смотришь у топовых игроков, там маг-атака 2000, 2005 или 2000, абсолютно не важно, никак не влияет. Набор талантов у меня здесь вот, видите, да, то есть я как бы больше на ульту сделано, усиление навыка героя, есть харизма, есть эрозия, это как бы, старые остались, да, еще с тех времен, когда это было актуально. Сейчас тоже на начальных стадиях игры довольно-таки актуальные таланты, потому что если начинаете играть, да, то есть и ваших соперников еще там не набрали каких-то там супер крутых новых героев, да, еще войска не прокачаны, сокровищ не так много, да, соответственно, эти два таланта очень нужны магу, да, на начальной стадии, чтобы игнорировать там сопротивление в первую очередь и для того, чтобы носить как можно больше урона ультой, да, то есть его все равно основное оружие это ульта. Здесь я поставил мораль, чтобы не пропускали ход, чтобы как можно чаще ходили, быстрее зарабатывали и этот самый ману, да, для того, чтобы ультовать. Души, больше душ, быстрее набирали души и ультовали. Этот навык, это у меня, знаете, по остаточному принципу. Опять же, если у вас соперник такие же маги, да, там какие-то или не знаю, какие-то другие, опять же, любой другой герой, да, то есть на 20% больше нужно душ ему, чтобы ультовать, да, тот же ворон, да, или арх, который поднимает, им там нужно много душ, да, побольше, соответственно, еще станет больше, тяжелее, будет шанс на победу выше. В принципе, талант неплохой. Можно поставить сопротивление, если у вас против вас какой-то маг, тоже будет ваш враг. Если же у вас там какие-то физики, соперники, да, или там вороны, как сейчас очень много воронов, там шепот времени, конечно, там сопротивление не так важно, да, лучше брать жизни, чтобы герой выживал. Или же через молчанку попробовать играть, там, опять же, тут же тоже зверю нужно ставить и молчанку, и харизму. И герою то же самое, да, здесь харизма стоит, молчанку поставить и зверю. Из зверей ему очень хорошо подойдет снежный ребенок, в первую очередь, да, то есть у него есть овца, снежный ребенок имеет шанс один стейк
заблокировать, да, можно выключить у соперника 2 стека в самом начале хода, и, соответственно, это как бы дает больше шансов на победу. Вот. Также лис зайдет, ну, как обычно, да, как всем сейчас лис, в принципе, заходит любому герою. То есть лиса можно качать с самого начала, да, если вы там начинаете играть, качаете лиса, качаете мага, потом собираете там потихоньку фрагменты какого-то героя, которым вы хотите играть, да, и потом делаете замену. А лис перейдет любому герою. Вот, на данном этапе. Вот. Машины тоже тут, ну, любая топовая машина ему зайдет. То есть, как бы, по машинам тут вопрос больше стоит, ну, какие у вас есть. Можно и с обычными играть, да, то есть, даже ядовитый жнец, да, казалось бы, что он только под темных, он все равно много урона наносит. Ну, можно играть магом, да, то есть и через темную фракцию использовать спектра, костяного дракона, да, который будет как танк заходить. Вот. И жнец будет тоже много урона заносить. Бездонная пасть хорошо зайдет, да, то, чтобы наносить урон с руки. Точно так же, как и статуя заходит. Попробовать можно и с деревом играть, ну, для того, чтобы повысить выживаемость, да, если у вас там оно есть. Но сейчас, конечно, это менее актуально. Ну, на начальных стадиях довольно-таки хорошо заходит. Разрушитель Аркану тоже отлично. Ну, туманный танец хорошо зайдет, за счет чего? За счет того, что он повышает нанесенный магический урон. Вот. Ну, я же, что тут куда ни ткни, все последние машины, конечно, они на порядок лучше предыдущих. Но пирамида не зайдет, да, потому что маг это не кровавый, да, который там на долю гибой заточен. Этим желательно как варваром, только варвар среди магов, да, то есть он хочет быстро наносит урон в первый ход, во второй ход ультует по всем, да, там массово наносит урон и быстренько добивает. Если нет, то как бы не выживает дальше. Ну вот, поэтому пирамида точно не зайдет. Ну и вот мне не очень нравится кукла голема, как-то в последнее время стало неактуально. Вот. Как-то так. Это то, что машина. Ну, а звери у нас. Я говорю, лучше всего, конечно, это будет снежный ребенок или лис, да. То есть можно Night Maw поставить. Можно через горгулью играть. Ну, все зависит от того, какие у вас герои, звери есть, да. То есть синий шторм зайдет неплохо. Можно попробовать и золотого дракона, да, чтобы повысить выживаемость, дожить до ульты. Вот. То тоже можно, да. То есть крылья смерти, ну, вряд ли я бы не стал ставить. Точно так же, как и ледяной зверь. Вот. Они хорошие, да, но данному герою, я думаю, не сильно зайдут. Опять же, это эксклюзивно мое мнение. Исключительно мое мнение. Ну, громовой дракон тоже можно поставить, он неплохо зайдет. Да даже с самого старта, да, то есть если играть, у вас там бесплатный, как бы герой, бесплатного зверя, образно говоря, да, там самого первого, тоже Кирина брать, очень хорошо зайдет, кстати, Кирин, так сказать, прокачать. Он наносит урона много, дает души, да, то есть мы ультуем, а впоследствии можно переставить навыки, да, сейчас ивент каждый месяц идет, как бы снять навыки с Кирина, переставить на вот того же там Лиса или кого-то прокачаете и, соответственно, сделать замену вашего кровавого мага на какого-то другого героя. На стриме мы еще более подробно поговорим про навыки, таланты и зверей. На этом с магом буду заканчивать. Как хотел кратко, получилось чуть больше. Всем спасибо.